Приветствую вас, зрители моего канала. История этого внедорожника началась в 1970-х годах, когда правительство СССР решило возродить идею создания компактного внедорожника для жителей села. Нужен был выносливый, надежный автомобиль, способный ездить там, где в основном грунтовые дороги. База для создания нового внедорожника послужили модели 415 и 416, ранее разработанные заводом АЗЛК в 1960-е годы. Главной особенностью внедорожника было это использование деталей серийных машин завода, что в свою очередь решало бы проблему с поставкой запчастей при сборке автомобиля. Автомобиль был представлен в трехдверном варианте с мягкой и жесткой крышей. Разрабатывал кузов автомобиля конструктор завода «Зайцев». В основе автомобиля была мощная лонжеронная рама. Кузов новых автомобилей выглядел уже более современно, нежели чем у 415 и 416 моделей. На автомобиле с мягкой крышей была установлена дуга безопасности. Оба варианта, которые именовали 2150 и 2148, имели цельные лобовые стекла. Дворники переехали в нижнюю часть лобового стекла, улучшая обзорность. А цельнометаллический вариант имел к тому же плоское остекление с сдвижными форточками на боковых окнах. Двери имели травмобезопасные ручки и подножки под каждой дверью. Фары и подсветка номера от Москвича 412. Всю остальную оптику взяли от ГАЗ-69. Силовым агрегатом служил модифицированный двигатель от Москвича 412 объемом 1,5 литров, мощностью 75 лошадиных сил, что позволяло разгоняться до 120 км в час. Запас хода составлял 500 км. А так как автомобиль позиционировался для сельской местности, основным топливом где служил 76-й бензин, двигатели уменьшили степень сжатия и добавили 2 бензобака на 60 литров, топлива в которых хватало на 500 км. Коробка передач механическая четырехступенчатая. Ходовая часть осталась такой же, как и у 415 и 416 моделей. Мосты не разрезные, с полностью разгруженными полуосями. По просьбе военных был установлен дифференциал повышенного трения в заднем мосту и принудительно блокируемый задний дифференциал. Также предусмотрена возможность отбора мощности этой раздаточной коробки для лебедки, насоса и так далее. Подвески на 2 продольных листовых рессорах и оснащены стабилизаторами поперечной устойчивости. На автомобиль были установлены 15-дюймовые шины со штампованными дисками и хорошо выраженными протекторами. Запасное колесо крепилось на правом борту кузова. Тормоза барабанного типа. Так как внедорожник должен ездить на сложных местностях, было решено увеличить колею и колесную базу для устойчивости. Интерьер кабины не отличался комфортабельностью. Сиденья были простыми и имели лишь продольную регулировку. Функции задних сидений выполняли 2 откидные двухместные лавки вдоль бортов. Вход на задние места осуществлялся через заднюю одностворчатую дверь и откидной борт. Рулевой механизм червячного типа. А на передней панели были установлены элементы пассивной безопасности. В 1973 году были проведены испытания этих 2 модификаций автомобиля, где они показали хорошие результаты проходимости, будь то песок, глина, снег и так далее. В какой-то степени Москвич 2150 получился лучше, чем его конкуренты ВАЗовская Нива или Ижевский ИЖ-14. Автомобиль получился интересным и мог быть востребованным. И не только у простых людей, но и у военных, о чем свидетельствовали положительные отзывы военных после испытания автомобиля в Броницах. Но ему было не суждено, как и многим разработкам в Советском Союзе, пойти в серийное производство. Предпочтение отдали более комфортабельной прогрессивной Ниве. Не прошел дальше Ижевский ИЖ-14. Дальнейшие разработки Москвича 2150 были прекращены. Вот так и закончилась короткая жизнь этого внедорожника. Участь 2 прототипов тоже оказалась не очень радостной. После развала завода АЗЛК один прототип с жесткой крышей долгое время стоял на территории завода, но дожил до наших дней. Другой же со съемной крышей стоит разобранный, ожидая реставрации. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, до новых встреч!